Встреча в Омане. Иран и США решили, что самые плохие переговоры лучше самой хорошей военной операции. Войны не будет, пока нет ответа. Покушение на еще одного российского генерала. Он вел переговоры с Пригожиным во время бунта и отвечал за планирование ударов по Украине. Договор о сокращении ядерных вооружений прекратил свое существование. Трамп хочет подписать новый, но уже на троих с Москвой и Пекином. Виктор Орбан – наш слоняра. Трамп поддержал премьер-министра Венгрии перед выборами. Европа угрожает санкциями ТикТоку. Турция собирается запретить соцсети для детей и подростков, потому что те слишком быстро учатся и не уважают старших. Джей Ди Венс и Джорджа Мелони нашли общие темы для разговора – религия и спорт, и отправились на открытие Олимпиады. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. В Омане прошли переговоры между США и Ираном. Первые за последние недели резкой эскалации, угроз и взаимных ультиматумов. Это попытка вернуть к жизни ядерный диалог на фоне тяжелого внутреннего кризиса в самом Иране. Американскую делегацию возглавляют спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер. В Белом доме подчеркивают, позиция Вашингтона остается жесткой. Цель – нулевой ядерный потенциал Ирана. Иранскую сторону представляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. Он заявил, что Тегеран идет на переговоры с открытыми глазами и требует равноправия и соблюдения будущих договоренностей. Американская и иранская делегации, как сообщается, не встречались и не говорили напрямую. Переговоры шли через посредника, министра иностранных дел Омана. Он говорил с каждой из делегаций и передавал им переговорные позиции другой стороны, выслушивал ответ, и процесс повторялся вновь. Переговоры проходят на фоне массовых протестов в Иране, начавшихся еще в конце декабря из-за экономического кризиса и падения национальной валюты. Со временем они переросли в открытые политические выступления с требованиями смены режима. По данным правозащитников, счет погибших идет на тысячи. В январе Дональд Трамп публично поддержал протестующих, отменил контакты с Тегераном и пригрозил новыми ударами, заявив о направлении в регион массивной армады кораблей американского флота. В Иране ответили предупреждением. Вооруженные силы готовы к немедленному ответу. Государственный иранский телеканал Press TV накануне переговоров сообщил, что, цитата, «одна из самых современных дальнобойных баллистических ракет страны, Хорамшар-4, была размещена на одной из подземных ракетных баз аэрокосмических сил корпуса Стражи Исламской революции». По данным телеканала, ракета Хорамшар-4 имеет дальность полета до 2000 километров и способна нести боеголовку массой до 1,5 тонн. Иранские государственные СМИ также сообщили, что введение ракеты Хорамшар-4 в боевое дежурство на ракетных базах в среду совпадает с объявленным переходом военной доктрины вооруженных сил от оборонительной к наступательной и несет четкий сигнал региональным и внерегиональным противникам. Это происходит одновременно практически с попытками Ирана атаковать американский танкер с помощью дронов в Персидском заливе и поручением президента Ирана Масуда Пезешкиана своей дипломатии добиваться возобновления переговоров. США, по данным обеих сторон, подключили региональных посредников, чтобы вернуть Тегеран за стол. Вашингтон при этом подчеркивает, дипломатия не единственный вариант. У президента есть много инструментов. США также вновь призвали своих граждан срочно покинуть Иран. Вот как прокомментировал итоги переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В целом, могу сказать, что это было хорошее начало, но его продолжение зависит от того, сможем ли мы на 100%, так сказать, провести последующие консультации со столицами и принять решение о том, как двигаться дальше. За это время возникло и усилилось очень большое недоверие, добавившееся к прежнему недоверию. Конечно, на пути переговоров стоит серьезный вызов. Прежде всего, мы должны преодолеть эту господствующую атмосферу недоверия. Сегодня по этому поводу состоялись достаточно хорошие обсуждения. Были выслушаны позиции обеих сторон, и было решено продолжить их. В Москве ранен один из самых высокопоставленных российских военных. Заместитель начальника ГРУ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, был срочно госпитализирован после стрельбы в жилом районе в северо-западном округе российской столицы. По данным прокуратуры, неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева у жилого дома и скрылся. Ну, мне кажется, что это было в районе 6:30. Пишут везде 7, но мне кажется, в 6:30, потому что в 7 уже полиция приехала. Ну, несколько вроде, насколько помню, несколько выстрелов. Ну, я просто проснулась от этого, я могла спать, что-то не слышать. Вот, поэтому, да, несколько выстрелов. Просто крики там о помощи, помогите, и потом я вызывала полицию.
Все, все, что я слышала. Вот, и выскочили соседи и предложили, спросили, может быть, чем-то помочь, там, скорую вызвать, полицию, но уже она все вызвала. Ну, периодически, наверное, да, видела, скорее всего, вот. Так что больше нечего добавить, просто проснулся от выстрела, все. В 6 утра стреляли в генерала, как я слышал, по новостям. Вот здесь, вот, как я понял. Сейчас он вроде в больнице уже, я не знаю, что они будут смотреть. Вот только что ваши сказали, что кого-то подранили, ранили. Нападавшего пока не задержали. Алексеев – один из ключевых руководителей военной разведки России. Его непосредственный начальник, Игорь Костюков, сейчас возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной в Абу-Даби по вопросам безопасности. Сейчас специальные службы делают свое дело. Разумеется, докладывается главе государства. Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет. Глава российской дипломатии Сергей Лавров был менее дипломатичен и напрямую обвинил в покушении на высокопоставленного генерала Украины. Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, и режима готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования. Тем временем украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе президента пишут, что покушение на генерала ГРУ Алексеева могло быть попыткой сорвать переговоры. Сообщается, что покушение могли организовать третьи силы, заинтересованные в срыве мирных переговоров, поскольку атака произошла в момент, когда идут первые предметные переговоры о прекращении войны, и именно ГРУ координирует российскую делегацию. В таких условиях удар по переговорщику считается наименее выгодным для Украины и может быть направлен прежде всего против самого переговорного процесса. С начала войны против Украины в России произошла серия нападений на высших военных. С декабря 2024 года в Москве и Подмосковье были убиты уже 3 генерал-лейтенанта. Власти традиционно обвиняют в этих атаках Украину, а в отдельных случаях украинская разведка действительно брала ответственность на себя. Алексеев – один из ключевых людей российской военной разведки с 2011 года. Курировал частные военные компании, в том числе ЧВК «Вагнер», Евгения Пригожина и его конкурентов. Широкой публике он известен по видеообращению к Пригожину во время мятежа ЧВК «Вагнер» летом 2023 года и участию в переговорах с ним в Ростове. Через 2 месяца после этого Пригожин погиб в авиакатастрофе. Генерал-лейтенант Алексеев играл активную роль в подготовке и начале вторжения в Украину. По данным расследователей, отвечал за разведку и обеспечение ударов, в том числе по гражданским объектам. Между Россией и США истек срок действия последнего договора о взаимном контроле над ядерными вооружениями СНВ-3, также известного как New START. Впервые почти за 4 десятилетия у 2 крупнейших ядерных держав не осталось формального механизма, который ограничивал бы размеры их стратегических арсеналов и сдерживал новую гонку вооружений. На долю Москвы и Вашингтона приходится около 86% всех ядерных боезарядов в мире. До сих пор именно СНВ-3 задавал верхний предел по числу развернутых боеголовок и носителей, а также предусматривал процедуры контроля и прозрачности. Договор был подписан более 15 лет назад, в период улучшения российско-американских отношений. Его действие формально истекло еще в 2021 году, но тогда стороны воспользовались единственной возможностью продлить соглашение на 5 лет. Вы знаете, вчера истек договор о стратегических наступательных вооружениях, и возник вакуум. Наша позиция была подробнейшим образом изложена в специальном заявлении, которое наше министерство огласило, и мы будем исходить из того, что, в принципе, Россия готова к любому развитию событий. Мы, конечно, предпочитаем диалог и будем ждать, насколько Соединенные Штаты будут готовы к этому же. Механизма дальнейшей пролонгации документ не предусматривает. Осенью прошлого года Москва заявляла о готовности временно соблюдать ограничения еще в течение года, при условии зеркальных шагов со стороны США. В Кремле подчеркивали, что полный отказ от контроля над ядерными вооружениями создает серьезные риски. Конечно же, положения могут как-то формально продлеваться, каких-то неформальных продлений здесь
такой области вряд ли можно себе представить. Но есть понимание, в том числе и об этом шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции, и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме. В Вашингтоне, в свою очередь, дали понять, что в случае окончания действия договора будут стремиться к новому соглашению. Однако эксперты предупреждают, без доверия и нормальных дипломатических отношений договоренности в сфере ядерной безопасности становятся все менее достижимыми. Доброе утро всем. Спасибо, что пригласили меня сегодня. Послушайте, президент Трамп довольно четко дал понять, что он хочет более качественного соглашения. Как мы все знаем, договор СНВ-3 истек вчера. Президент еще раз уточнил прошлой ночью, что он хочет нового договора, и если коротко, СНВ-3 был несовершенным, он не охватывал развернутые ядерные вооружения и не включал Китай. Рад быть здесь сегодня. Большое всем спасибо. Что касается упомянутого вами вопроса о договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3, между Соединенными Штатами и Россией, хотел бы отметить, что Китай с сожалением воспринимает истечение срока действия и прекращение этого договора. Он имеет большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности. Международное сообщество в целом обеспокоено тем, что его прекращение окажет негативное влияние на международную систему контроля над вооружениями и мировой ядерный порядок. Россия предложила, чтобы Россия и Соединенные Штаты продолжали соблюдать ключевые ограничения договора. Китай призывает США откликнуться на это позитивно, ответственно подойти к урегулированию дальнейших договорных механизмов и в кратчайшие сроки возобновить диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности. Это также является общим ожиданием международного сообщества. Президент США Дональд Трамп вновь поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед выборами 12 апреля. В своей соцсети Truth Social Трамп назвал Орбана по-настоящему сильным и влиятельным лидером. Ранее Трамп уже поддерживал Орбана на переизбрание в 2022 году и теперь повторяет опыт. Высокоуважаемый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан действительно сильный и влиятельный лидер с доказанным опытом выдающихся результатов. Он неустанно борется за свою великую страну и ее народ и любит их так же, как я люблю Соединенные Штаты Америки. Виктор усердно работает, чтобы защищать Венгрию, развивать экономику, создавать рабочие места, продвигать торговлю, останавливать незаконную иммиграцию и обеспечивать закон и порядок. Виктор Орбан – настоящий друг, борец и победитель. И он имеет мою полную и безусловную поддержку в переизбрании на пост премьер-министра Венгрии. Он никогда не подведет великий народ Венгрии. Сам Орбан в интервью Венгерскому государственному радио подчеркнул, что одной из ключевых точек соприкосновения с Трампом остается согласованная позиция по конфликту России и Украины. На выборах Орбану предстоит столкнуться с наибольшей конкуренцией с 2010 года. Опросы показывают рост поддержки главного конкурента – партии ТИСа, но многие избиратели еще не определились. Нам удалось добиться успеха в Америке, и причина в том, что есть одна большая международная тема, по которой мы с ними согласны, и где они тоже нуждаются в нас, потому что они большие, а мы меньшие. И эта тема — война в Европе, война России против Украины, вопрос мира и войны. В Европе мы единственные, кто с самого начала конфликта последовательно занимает позицию. Если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году, этой войны бы не было. TikTok обвиняют в нарушении правил ЕС. Европейская комиссия заявила, приложение использует аддиктивные функции, бесконечную прокрутку, автозапуск видео, пуш-уведомления, персонализированные рекомендации. Все это заставляет пользователей проводить в приложении больше времени. Зависимость, вызываемая дизайном TikTok, нарушает закон о цифровых услугах. Это предварительное заключение комиссии после тщательного расследования. Меры, которые TikTok внедрил до сих пор, просто недостаточны. Контроль времени у экрана и родительский контроль в TikTok работают ненадлежащим образом. TikTok не оценил должным образом, как его вызывающие зависимость функции могут навредить пользователям, и не внедрил эффективные меры для снижения таких рисков. Сейчас TikTok имеет право защищать себя, но если они этого не сделают должным образом, комиссия может принять решение о несоответствии, что приведет к штрафу в размере 6% от глобального годового оборота компании. Ранее к ответственности за аналогичные нарушения привлекали Facebook и Instagram. Евросоюз также проверял меры защиты несовершеннолетних у Snapchat, YouTube, Apple и Google. TikTok может ознакомиться с материалами расследования и представить письменный ответ перед вынесением решения.
В прошлом году компания уже урегулировала претензии по рекламе. В Турции готовят новые ограничения для детей в соцсетях. Парламентский отчет призывает к проверке возраста, фильтрации контента и запрету социальных платформ для несовершеннолетних. Президент Эрдоган и правящая партия справедливости и развития готовят законопроект, который введет запрет на соцсети для детей до 16 лет, а также обязательную фильтрацию контента до 18 лет. Рекомендуются ночные ограничения интернета и мониторинг видеоигр с искусственным интеллектом. Мы должны защитить наших детей от этих опасностей, от наркотиков, азартных игр, проституции и всего остального, что ведет к разложению моральных устоев. Наша Конституция уже возлагает эту обязанность на государство. Принятие всех необходимых мер для защиты детей является одной из главных обязанностей государства. В этом контексте мы стремимся защитить их от всех вредных привычек, наркотиков, всех зависимостей, включая цифровую зависимость. В Австралии уже запретили соцсети для детей младше 16 лет. Аналогичные меры обсуждают Испания, Греция, Словения, Франция, Великобритания и Германия. Родители поддерживают инициативу. Многие дети проводят в соцсетях часы, а вредный контент усугубляет проблему. Соцсети предупреждают, что ограничения могут быть обходными из-за слабой проверки возраста. Турция уже давно ввела цензуру в интернете. Сейчас запрещен доступ к 1 200 000 сайтов и постов в соцсетях. Платформы, которые не соблюдают правила, рискуют штрафами и блокировками рекламы. Roblox, Discord и Wattpad в стране заблокированы. А Википедия была недоступна 3 года после попытки сместить Эрдогана в 2016 году. Дети потеряли всякое уважение, моральные принципы и воображение. Они могут слепо бросаться во что угодно. У них нет уважения к старшим, нет уважения к младшим. И поскольку они всему учатся, у нас с этим большие проблемы. Раньше они спрашивали, как что-то делается, а теперь дети просто ведут себя естественно, отвечая на все вопросы, как взрослые. Они так неуважительны. Я действительно думаю, что TikTok и все это нужно запретить. Вице-президент США Джей Ди Венс уже второй день активно участвует в околоолимпийских событиях в Италии. Сегодня он побывал у премьер-министра Джорджа Мелони. Они отметили тесное сотрудничество Италии и Америки, несмотря на недовольство части населения по поводу присутствия американских служб безопасности на Олимпийских играх. Премьер-министр Джорджа Мелони считается одной из наиболее близких Дональду Трампу европейских лидеров. Я приветствую вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венса и государственного секретаря Марко Рубио, которые здесь, конечно, по случаю открытия Олимпийских игр, но это также естественная возможность для нас обсудить наши двусторонние вопросы. Италия и США всегда поддерживали очень значимые отношения, и мы работаем по многим двусторонним вопросам, направленным на укрепление нашего сотрудничества, а также по множеству международных дел, которые сейчас открыты. Я знаю, вы не поняли, о чем я говорила. Я ничего не говорила, ничего особенного. Я сказала, что рада видеть вас здесь, иметь возможность поговорить о наших замечательных двусторонних отношениях, а также о многих открытых международных темах. И я напомнила, что в последний раз я видела вас в Риме по случаю нового папы, а сегодня мы встречаемся снова на Олимпийских играх. Это два события, которые говорят о ценностях, объединяющих Италию и США, Европу и США, западную цивилизацию, и это главным образом причина, почему мы любим работать вместе. Хорошо, премьер-министр Мелони. Очень приятно видеть вас и вашу команду. И замечательно снова быть в вашей прекрасной стране. Мы любим Италию, мы любим итальянский народ. И, как вы сказали, у нас много отличных отношений. У нас много отличных экономических связей и партнерств. И я думаю, что вы проделали потрясающую работу с Олимпийскими играми. Город выглядит прекрасно. Моя жена и я с нетерпением ждали возможности посетить Олимпиаду в Милане почти с тех пор, как я стал вице-президентом. Мы обсуждали это и хотели сделать это. И я очень рад, что все получилось. Я очень рад, что вы проделали такую хорошую работу. В духе Олимпийских игр, дружбы, соревнований на основе правил и объединения вокруг общих ценностей. Мы очень рады быть здесь и обсудим множество тем. Спасибо всем. Мелани Венс, который стал активным католиком после крещения в 2019 году. В последний раз встречались в Риме после избрания в прошлом году Папы Льва XIV, первого американского понтифика. Напомним, перед играми в Италии возникло недовольство из-за присутствия некоторых агентов иммиграционной и таможенной службы США, ICE, в составе службы безопасности американской делегации. Операции ICE в ряде городов США вызвали крупные протесты, а недавние убийства 2 демонстрантов вызвали возмущение.
Сотни студентов из школ и университетов в Милане собрались перед Политехническим университетом Милана, чтобы выразить протест против ICE. Итальянское правительство заявило, что агенты ICE не будут выполнять оперативных функций на территории Италии. Я подумала, что это хорошая возможность показать, что остальной мир недоволен тем, что происходит в Миннесоте, и что нельзя просто смириться и плыть по течению. Нужно сказать, что происходит что-то неправильное, и высказаться. Нам не нужна здесь иммиграционная и таможенная служба США, потому что они убийцы. Извините за слово. Они убийцы. И они убили очень-очень много людей. Много невинных людей. И они совершили ужасные поступки, которые я не одобряю. И мы не одобряем. И мы не хотим, чтобы они были здесь. Даже просто на время Олимпийских игр. Мы не хотим их. Мы вообще не хотим, чтобы они были здесь, потому что они ужасные люди. И мы ненавидим ужасных людей. И это прекрасно, потому что многие люди здесь по той же причине, что и мы. Меня радует, что люди понимают, что это на самом деле что это неправильно. Прекрасно видеть, что так много людей здесь, и прекрасно, потому что, хотя ICE, наверное, и пытается выполнять свою работу, они делают это самым ужасным образом, и нам здесь не нравится. Нет необходимости. Нет необходимости. И хотя меня это очень задевает, потому что моя семья из Южной Америки, и это просто ужасно, видеть, как мои люди умирают каждый день.